Thank you, and I'm pleased to welcome President Nazarbayev, who has done a tremendous job in Kazakhstan, and having you at the White House is an honor. Mr. President, thank you for visiting with us. We have very important discussions going on. Господин президент, мы очень рады вас принимать в Белом доме. То, что вы делаете в Казахстане, это замечательно. И спасибо за то, что вы нас сегодня посетили для проведения важного диалога по важным вопросам, касающимся взаимоотношений между нашими странами. For more than a quarter century, the United States has seen the strong, sovereign, and independent nation of Kazakhstan as a valued friend and a strategic partner in Central Asia. As we're honored, and we are truly honored to be the first country to recognize Kazakhstani independence on Christmas Day, 1991. It's a long time ago, but not that long. You've made incredible strides. Since that time, the United States and Kazakhstan have worked together to advance peace and security in the region and far beyond the region. В течение более чем четверти века Соединенные Штаты рассматривали Казахстан, эту сильную, суверенную и независимую страну, как ценного друга и стратегического партнера в Центральной Азии. Для нас была действительно очень-очень большая честь быть первой страной, которая признала независимость Казахстана. Это было в день Рождества 1991 года. Это произошло довольно давно, но не так уж давно на самом деле. И с тех пор Соединенные Штаты и Казахстан, они вместе работали для того, чтобы содействовать миру и безопасности в регионе и за его пределами. Together we dismantled Kazakhstan's nuclear weapons infrastructure and ensured a safer and healthier future for the children of Kazakhstan and for the world at large. We pursued opportunities to increase investment in Kazakhstan and the energy sector in particular. И вместе мы занялись тем, что мы демонтировали ядерное вооружение и его инфраструктуру в Казахстане. И также мы обеспечили более безопасное и более здоровое будущее для детей Казахстана и для всего мира. Мы преследовали возможности, стремились к целям, связанным с тем, чтобы увеличить инвестиции в Казахстане, в частности, в энергетический сектор. And today our strategic partnership with Kazakhstan has advanced my South Asia strategy, which is working far more rapidly than anybody would understand, and providing crucial support for our forces in Afghanistan and denying safe haven for terrorists. This cooperation has grown even stronger this month during Kazakhstan's presidency of the United Nations Security Council, and I will say that's a great honor. И сегодня наше стратегическое партнерство с Казахстаном продвигает мою политику в Южной Азии, причем делает это гораздо быстрее, чем можно было ожидать. И, кроме того, обеспечивается чрезвычайно важная поддержка для наших сил в Афганистане и в том, чтобы лишать террористов безопасного убежища. Это сотрудничество стало еще более прочным в этом месяце, когда Казахстан стал председателем Совета Безопасности ООН. Так что это большая честь. Today, the President and I have a series of discussions on how our relationship can further the safety, prosperity, and well-being of our people. Kazakhstan is a valued partner in our efforts to rid the Korean Peninsula of nuclear weapons. Together, we are determined to prevent the North Korean regime from threatening the world with nuclear devastation. И сегодня президент Казахстана и я, мы проводим диалог, касающийся того, как наши отношения могут способствовать безопасности, процветанию и благосостоянию наших народов. Казахстан является чрезвычайно ценным партнером в наших усилиях, направленных на то, чтобы имела место денуклеаризация
Корейского полуострова, чтобы там не было ядерного оружия. И сегодня мы полны решимости не позволить режиму в Северной Корее угрожать всему миру ядерной катастрофой. Я также хочу поблагодарить президента за его полную поддержку нашей стратегии в Южной Азии, включая наши усилия в Афганистане. I also want to thank the President for his full support for our South Asia strategy, including our efforts in Afghanistan. I greatly appreciate the President's personal assurances that Kazakhstan will continue to provide critical logistical support and access for our troops fighting ISIS and the Taliban, where we have made tremendous strides. И я чрезвычайно высоко ценю то, что президент лично заверил меня, что Казахстан будет продолжать осуществлять чрезвычайно важную поддержку в плане логистики и в плане доступа для наших вооруженных сил, которые ведут борьбу с ИГИЛом и с талибанами. Кстати говоря, мы в этом добились очень большого прогресса. We also appreciate Kazakhstan's work to train and educate Afghan civilian specialists, and I am grateful for the President's pledge of additional support to bolster Afghan security. The United States seeks partners who are strong, prosperous, respectful of their neighbors, and in control of their own destinies. Мы также высоко ценим то, что делает Казахстан в области обучения и образования гражданских специалистов Афганистана. И я благодарен президенту Казахстана за то, что он пообещал дополнительную поддержку для того, чтобы укрепить безопасность в Афганистане. Дело в том, что Соединенные Штаты стремятся иметь партнеров, которые являются сильными, процветающими, которые уважают своих соседей и которые контролируют свою собственную судьбу, являются ее хозяевами. I'm pleased that the President has shared his plan for Kazakhstan to become a top 30 global economy by 2050, and he's on his way very rapidly. He's also working to improve Kazakhstan's business environment, which will create new opportunities for American companies who are over there, and lots of jobs are being provided to both countries. Ну и кроме того, я весьма доволен тем, что президент рассказал мне о том, что Казахстан планирует войти в первую тридцатку глобальных экономик к 2050 году. Он также работает над тем, чтобы улучшить деловой климат в Казахстане, что, конечно, создаст новые возможности для американских компаний, а это, разумеется, означает создание рабочих мест. American businesses are currently among the largest investors in Kazakhstan, and tonight the President will attend a roundtable with American business executives at the U.S. Chamber of Commerce to further advance our commercial ties. We also agree that fair and reciprocal, such an important word, reciprocal trade benefits both of our countries. Предприятия Соединенных Штатов, американский бизнес, они сейчас являются одними из наиболее крупных инвесторов в Казахстане. И сегодня господин президент будет посещать круглый стол с представителями американского бизнеса в торговой палате США для того, чтобы наши коммерческие связи, коммерческие контакты и в дальнейшем улучшались. Мы также согласны с тем, что торговля должна быть справедливой и обоюдной, что, разумеется, будет соответствовать интересам обеих стран. И я хочу подчеркнуть слово «обоюдный». I greatly appreciate Kazakhstan's participation in our Central Asia Trade Forum and in our Central Asia Trade and Investment Framework Agreement. The President and I are working together to bring high-quality U.S. products and services to the Kazakhstani people. So important, and it's really happening, and it's happening rapidly all across a range of industries, including commercial aircraft, railways, medical services, technology, and energy.
Я высоко ценю тот факт, что Казахстан участвует в торговом форуме Центральной Азии, а также в нашем рамочном соглашении о торговле и инвестициях в Центральной Азии. Президент и я вместе стремимся к тому, чтобы высококачественные продукты, товары и услуги из Соединенных Штатов были получены в Казахстане, чтобы они попадали в Казахстан. Это чрезвычайно важно, между прочим, и это происходит, и происходит очень быстро. Причем речь идет о целом ряде секторов промышленности, включая гражданские самолеты, железные дороги, медицинское обслуживание, технологию и энергетику. Working in common cause, we can advance greater opportunity for citizens in both of our countries. Mr. President, thank you for visiting the White House today. Our nations have a long history of cooperation to promote a safer, healthier, more prosperous, and brighter tomorrow. I look forward to seeing the great advances of the Kazakhstani people under your incredible leadership, and that's what it is. It's incredible leadership. We want a strong, sovereign, and thriving future for Kazakhstan and for the peace-loving nations of the world, all of them. Thank you very much. I very much appreciate it. Итак, мы стремимся к тому, чтобы выполнить общую для нас задачу, для того, чтобы у наших граждан было больше возможностей в обеих странах. Господин президент, спасибо за то, что вы сегодня посетили Белый дом. У наших стран есть очень долгая история сотрудничества, направленного на то, чтобы завтрашний день был более безопасным, более здоровым, процветающим и светлым. И я с нетерпением ожидаю возможности увидеть вот тот огромный прогресс, который был достигнут народом Казахстана под вашим замечательным, великолепным, отличным руководством. Мы хотим, чтобы у Казахстана было хорошее, суверенное и процветающее будущее. И то же самое мы желаем всем миролюбивым народам мира. Абсолютно всем. Большое спасибо. Господин президент, дамы и господа, прежде всего я хочу от души поблагодарить вас за приглашение посетить сегодня Белый дом, Соединенные Штаты Америки, оказанное теплое гостеприимство моей делегации. Distinguished Mr. President, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank you for your invitation to visit your country. I would like also to express my appreciation for warm hospitality. Наши с вами переговоры по телефону, встреча в Эр-Рияде, сегодняшние переговоры идут под флагом доверия, дружбы и взаимопонимания. And our phone conversation was followed by our meeting in Riyadh, Saudi. And today's visit, this is all done in the atmosphere of friendship and trust, and I appreciate that. Я уверен, что результатом моего визита станет решение поднять казахстанско-американские отношения на уровень расширенного стратегического партнерства между нашими странами для выгоды для обеих народов и стран. And I'm confident that as a result of my visit, the relations between our two countries would be elevated to the level of the enlarged strategic partnership that would work to the benefit of the both nations. Поэтому мы сегодня принимаем соответствующие совместные заявления, политические заявления, которые даст старт новой эре взаимоотношений Астаны и Вашингтона. And today we will adopt a political statement that says about this new level of relations, and that would signal the new era of the relations between Kazakhstan and the United States, between Astana and Washington. Действительно, Соединенные Штаты Америки первыми признали нашу независимость и с тех пор поддерживают политический Казахстан. Это стало основой и опорой для того, чтобы страна укрепилась, стала уважаемым государством в мире. And indeed, the United States was the first country to recognize our independence, and since then your country supported Kazakhstan, which helped build and strengthen our nation and make it what it is today as a fair player of the international community. Я представляю Казахстан, один из бывших когда-то советских республик, и не очень на первом месте находящихся, и в то же время представляю Центральную Азию в составе 5 стран.
And today I'm representing Kazakhstan, the country that used to be a part of Soviet Union, and when the Soviet Union collapsed, this was not the most well-to-do former republic. But I'm also here representing Central Asia in the format of 5 Central Asian countries. Сейчас к Центральной Азии большой интерес больших государств. Наши соседи с одной стороны Россия, с другой стороны Китай, на юге исламский мир. И здесь очень важно присутствие Соединенных Штатов в нашем формате 5+1. Я прошу президента продолжить это наше сотрудничество. And recently, Central Asia became into the focus of big global players because we are bordering Russia on one side, on the other side we have China, to the south we have an Islamic world, but we want also United States to be present there in the format of Central Asia countries +1, that means United States, and we would appreciate this new format of collaboration. Казахстан активно поддержал борьбу Соединенных Штатов Америки против терроризма в 2001 году и сейчас поддерживает большую работу, которая проводится в Афганистане. From the very first days after 9/11, Kazakhstan very steadfastly supported the fight of the United States against terrorism, and now we continue to collaborate closely in Afghanistan with your country. Присутствие американских войск в Афганистане – это дело не только Соединенных Штатов, но и всего мира. Противостоять новому очагу терроризма, и это задача всех нас, соседей Афганистана. You know, while the American troops are in Afghanistan, I think it's the mission of the whole world to make sure that Afghanistan is stabilized, and it is also a mission for us as a neighboring country of Afghanistan to see that peace prevails in Afghanistan. Господин президент, Казахстан за эти годы оказал гуманитарную и техническую помощь на $75 миллионов, плюс обучает тысячи молодых афганцев профессиям, которые у них не было, направив на это $50 миллионов. Mr. President, so far we provided some humanitarian and technical support to Afghanistan worth of $75 million, but on top of that, Kazakhstan government spent $50 million training Afghanis in Kazakhstan to some civilian professions that they cannot get trained in Afghanistan. Я думаю, у меня будет возможность более подробно вам это рассказать. I think later on we'll have an opportunity to discuss deeper the issue of Afghanistan. Мы обсуждали другие глобальные вопросы и регулирование проблемы Северной Кореи. We spoke about other international issues, and we spoke about Northern Korean issue. Вы знаете, что Казахстан в свое время отказался от 4-го в мире ядерного арсенала и закрыл крупнейший в мире полигон ядерных испытаний в Семипалатинске. У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступить как мы. Так мы делали с Ираном, так я сейчас разговариваю в Северной Корее. And you probably know that Kazakhstan was the country that possessed the 4th largest nuclear arsenal in the world, but then we voluntarily decided to give up nuclear weapons, and we also shut down the nuclear test site in Semipalatinsk, the largest nuclear test site in the world. And I think Kazakhstan has the moral right to talk to the nations that are seeking nuclear weapons, and this is the way we're talking to Iran, and this is the way we will be talking to North Korea. Проблему Северной Кореи можно решать совместно только США, Китай и Россия. I think the issue of North Korea can be solved by joining efforts of United States, China, and Russia. В связи с этим нас соседи, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией. And Kazakhstan, being a neighbor of Russia physically, of course, is following very closely the dynamics between the U.S. and Russian relations, which suddenly plunged into the abyss. В двухсторонних отношениях, конечно, экономические наши контакты. And in bilateral relations, I think economic relations play key role. В Казахстане давно присутствуют крупнейшие американские компании Chevron, ExxonMobil, General Electric, Halliburton и другие, которые вложили $50 миллиардов в нашу экономику, создали около 5000 рабочих мест и в Соединенных Штатах Америки, и у нас. And in Kazakhstan, we have major American companies operating for many years. We have Chevron, ExxonMobil, we have General Electric, Halliburton, and all these companies invested about $50 billion into Kazakhstan economy so far. And also, that trade created additional 5,000 jobs in the United States. Мы ведем технологическую модернизацию. Сегодняшний круглый стол
крупным бизнесом Соединенных Штатов Америки, и где мы обсудим, и будет заключено более 20 контрактов стоимостью $7,5 миллиардов, само по себе говорит об интересе между нашими бизнесами. And in the afternoon, we'll have a roundtable where we will discuss the technical modernization of Kazakhstani economy, the new opportunities, and during that roundtable, we'll sign 20 commercial contracts that would sum up to $7.5 billion, and that's a very strong sign how vivid and robust our relations are. Речь идет о новых инициативах приобретения самолетов Boeing, строительство 900 электровозов в Казахстане и присутствие в аграрном секторе. And the contracts would be about purchasing additional Boeing planes, passenger planes, about assembling 900 new General Electric locomotives in Kazakhstan, and also some contracts on collaboration in agriculture sector. Казахстан объявил безвизовый режим для американских граждан, которые бывают у нас. Мы надеемся на ответную реакцию. And Kazakhstan declared a visa-free regime for American citizens visiting our country, and we hope and expect that there would be a reciprocity on the Впервые American side. открывается авиационное сообщение между нашими странами. And we are working on opening a direct flight between our countries. Господин президент, и в заключение я не могу не поздравить вас огромными успехами вашей страны в области экономики. Мы все это видим. Mr. President, allow me to conclude by congratulating you with the great economic success that your country is witnessing during your office. Вы провели поразительную реформу налоговую. You carried out an outstanding taxation reform, Я это поддерживаю, потому что я это сделал лет 5 назад. and because I did something similar in my country 5 years ago, I fully support what you do there. У нас корпоративный налог 20%, подоходный налог 10% для всех. Our corporate tax is 20%, income tax is 10% for everyone. Поздравляю вас с первой годовщиной вашего президентства. So this is the first anniversary of you in the office of the president. Congratulations on that. Поздравляю вас с рождением 9-го внука, господин президент. And by the way, congratulations on the birth of your 9th grandchild. Но хочу вам сказать, в прошлом году у меня родился 10-й. But I'm a little bit ahead of you because last year I had 10th grandchild in my family. That's fantastic. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. Thank you very much.